Привет! Это быстрый обзор ключевых событий на пути Хань Ли к могуществу Золотого Бессмертного, целое столетие уединения и подготовка к самому опасному прорыву в его практике. Во-первых, впечатляющий прогресс. Хань Ли наладил массовое производство редчайших пилюль мириады осей и за 500 лет открыл 11 новых энергетических точек. Но серьезная проблема остается. Чтобы открыть последнюю точку и избежать смертельных 3 распадов, ему кровь из носу нужна легендарная пилюля Дао. Магия законов времени пока не поддается. Во-вторых, новый союзник. Местный пухлый шестиногий морской вепрь веками втихаря подъедал остаточную энергию от тренировок Хань Ли. Когда герой помог обжоре эволюционировать, тот в благодарность подарил загадочный кристалл твердых чернил, невероятно мощный и абсолютно неразрушимый материал. Наконец, последний ингредиент добыт хитростью. Хань Ли обменял информацию о его местонахождении на нужную траву деформированной росы. Все компоненты для пилюли Дао теперь на руках, а верный Дао Сэ поглощает дорогостоящие энергетические камни для тренировок. Редчайшие ресурсы собраны, сцена для величайшего испытания Хань Ли полностью готова. А теперь слушаем дальше. Глава 361. Пилюльная скорбь. В этот момент, в бесчисленных километрах от пещерной резиденции Хань Ли, серая фигура в маске алого дракона сидела, скрестив ноги, в темном подземном пространстве. Это был никто иной, как Змей-3, который только что совершил обмен с Хань Ли. Пробыв на месте еще немного, Змей-3 вдруг встал, повернулся и зашагал по одному из нескольких проходов, соединенных с этим пространством. Пройдя по черному, как смоль, подземному проходу в течение неопределенного периода времени, Змей-3 прибыл на открытое пространство в виде пещеры размером в несколько сотен метров, в конце которой находилась серая каменная дверь за слабым серебряным световым барьером. Змей-3 сложил печать рукой, произнося заклинание, и серебряный световой барьер содрогнулся, прежде чем разделиться посередине. Змей-3 открыл дверь, и за ней оказалась круглая тайная комната размером более 60 метров, но она была совершенно пуста, если не считать каменного стола и каменного стула. На каменном стуле сидел пожилой мужчина в черном плаще, потягивающий чашку духовного чая. Чай был малинового цвета и источал сильный запах крови. У пожилого мужчины был крючковатый нос, напоминающий орлиный клюв, а в его золотых глазах мерцал холодный блеск. Змей-3 взглянул на чашку, которую держал пожилой мужчина, и в его глазах мелькнуло отвращение, которое тут же было скрыто. «Ты узнал, откуда он это взял?» — спросил пожилой мужчина, ставя чашку. Его голос был чрезвычайно неприятен на слух, как звук скрежета 2 кусков ржавого металла. Змей-3 сел рядом с пожилым мужчиной и ответил, он нашел его возле острова Красной Луны. «Остров Красной Луны. Разве ты там уже не искал?» — спросил пожилой мужчина с легким удивлением на лице. «В прошлый раз я посетил остров Красной Луны под видом выполнения задания гильдии странников, но нет никакой гарантии, что мой план не был раскрыт заранее, так что, возможно, в то время они приняли какие-то меры, чтобы скрыть это», — ответил Змей-3. Пожилой мужчина ничего не ответил на это и начал рассеянно постукивать пальцем по столу с задумчивым выражением лица. Змей-3 тоже молчал, и через некоторое время пожилой мужчина нарушил тишину, спросив, что ты думаешь об этом. «Как ты считаешь, это еще одна ложная информация с острова Черного Ветра? Я так не думаю. Если за этим стоит остров Черного Ветра, я не думаю, что они снова сделали бы местом действия остров Красной Луны», — ответил Змей-3. «Пожалуй, это правда. В таком случае давайте снова обыщем всю область вокруг острова Красной Луны, а затем будем действовать в соответствии с первоначальным планом», — сказал пожилой мужчина, на что Змей-3 кивнул в ответ. Пожилой мужчина встал и ушел, и только после того, как он вышел из комнаты, Змей-3 встал, снял маску и направился наружу. Пока он шел, над его телом поднялся мутный слой света, который быстро исчез, и он превратился в женщину с исключительной фигурой, а его серая роба превратилась в красное платье, которое развивалось вокруг нее, как огненно-красное облако. Вскоре она снова растворилась во тьме. Еще около 10 лет пролетели в мгновение ока. Внутри своего сада растений Хань Ли осторожно выкопал траву деформированной росы высотой около 30 сантиметров, а затем поместил ее в нефритовую шкатулку. Это была уже 3-я трава деформированной росы, которую он вырастил. Убрав нефритовую шкатулку, Хань Ли вышел из сада растений, но вместо того, чтобы направиться в свою тайную комнату, он вообще вышел из своей пещерной резиденции.
Вскоре после этого он появился в небе над островом во вспышке лазурного света, а затем перевернул руку, чтобы достать несколько пластин формации разных цветов. Затем он начал произносить заклинание, и пластины формации ярко засветились, прежде чем полететь вниз несколькими полосами света. Пространство вокруг пещерной резиденции вдруг начало вспыхивать духовным светом, когда появился толстый желтый световой барьер, выпустивший огромное пространство желтого тумана, который полностью затопил всю пещерную резиденцию. В то же время из моря вокруг острова поднялся беспредельный синий свет, образовав полусферический синий световой барьер, который охватил весь остров, а на его поверхности мерцали руны разных размеров. Хань Ли продолжал произносить свое заклинание, выпуская несколько полос синего света, которые исчезали в световом барьере. По синему световому барьеру тут же пробежала серия ряби, после чего весь световой барьер внезапно исчез вместе с островом под ним, создавая впечатление, будто это просто участок пустого океана. Увидев это, Хань Ли удовлетворенно кивнул. Он лично изменил эти ограничения, и даже если бы сюда прибыл культиватор поздней стадии истинного бессмертного, он не смог бы в короткие сроки их снять. Самое внешнее ограничение сокрытия было тем, которое он узнал из писания в инструменте для хранения Таюя, и оно было еще более продвинутым, способным обмануть духовное чувство даже культиваторов ранней стадии Золотого Бессмертного. Сделав все это, Хань Ли повернулся и полосой лазурного света полетел вдаль. Через несколько дней он остановился над определенным районом моря. Это место было таким же бесплодным и пустынным, как и то, где он решил построить свою временную пещерную резиденцию, за исключением того, что та пещерная резиденция находилась в северо-западной части моря Черного ветра, а это в юго-западной. Он высвободил свое духовное чувство, а затем полетел в определенном направлении, прежде чем через несколько мгновений опуститься на остров. Остров был не очень большим, всего несколько десятков километров в диагонали, и на нем находилась серая гора. Кроме того, вся гора была покрыта почвой и серыми камнями, но почти не было растений, что представляло собой довольно унылое зрелище. Хань Ли окинул взглядом остров, а затем щелкнул пальцами в воздухе, выпуская полосы ци меча, которые ударили в серую гору на полпути вверх. Бесчисленные камни посыпались дождем, и вскоре образовалось грубое пещерное жилище. Хань Ли влетел в пещерное жилище, а затем взмахнул рукавом в воздухе, выпустив поток из нескольких сотен флагов формации. После этого он произнес заклинание, прежде чем указать на флаги формации, и они мгновенно превратились в шары света разных цветов, которые в мгновение ока исчезли в разных местах. Затем быстро появились несколько световых барьеров, которые охватили весь остров, а затем тоже растворились в воздухе. Установив все ограничения, Хань Ли сел, скрестив ноги, а затем снова взмахнул рукавом в воздухе, выпустив полосу золотого света, которая превратилась в Даоса Се. «Брат Се, очень маловероятно, что сюда кто-нибудь придет, но если кто-то попытается ворваться в это место, пока я буду в уединении, то, пожалуйста, сделай все возможное, чтобы сдержать его», — сказал Хань Ли. «Будь уверен, если сюда не придут существа, намного превосходящие стадию Золотого Бессмертного, я обязательно уберу их с твоего пути», — ответил Даос Се кивком, а затем растворился в воздухе во вспышке золотой молнии. Услышав это, Хань Ли остался невозмутимым, но внутренне был весьма удивлен, обнаружив, что его духовное чувство больше не может определить местонахождение Даоса Се. Он тут же активировал свою технику очищения духа, чтобы усилить свое духовное чувство, и только тогда смог обнаружить очень слабый след колебаний молнии поблизости. Если бы не его грозное духовное чувство и усиливающий эффект его техники очищения духа, он никак не смог бы обнаружить эти слабые колебания молнии. Несмотря на удивление, Хань Ли быстро покачал головой и отложил этот вопрос в сторону. Он специально построил новую пещерную резиденцию и установил здесь так много ограничений, поскольку собирался приступить к созданию пилюли Да. Согласно писаниям, пилюльная скорбь могла возникнуть в тот момент, когда пилюля Да принимала форму. В писаниях говорилось, что пилюльные скорби возникают из-за того, что все пилюли Да содержат чистейшие силы закона, до такой степени, что они превосходят естественные законы царства. В результате сила царства автоматически отвергает пилюли Да, посылая пилюльные скорби, чтобы помешать пилюлям Да принять форму. Говорили, что пилюльные скорби чрезвычайно грозны, даже больше, чем большинство грозовых скорбей, и хотя это место было очень уединенным, все же не было никакой гарантии, что такое грандиозное зрелище не привлечет незваных гостей. Проблема с его прежней пещерной резиденцией заключалась в том, что переносить сад растений было довольно хлопотно, и поэтому он решил прийти сюда. Даже если бы его здесь кто-то обнаружил, пока Даос Се тянул бы время, он смог бы сбежать. Подумав об этом, Хань Ли сделал глубокий вдох, прежде чем закрыть глаза, чтобы помедитировать. Только через 3 дня и 3 ночи он снова открыл глаза, после чего взмахнул рукавом в воздухе, чтобы достать серебряный котел.
Затем из его другого рукава вырвалась полоса серебряного света и приземлилась под котлом, превратившись в шар серебряного пламени, содержащий крошечную огненно-серебряную фигурку. После этого он один за другим взмахнул рукавами в воздухе, чтобы вызвать различные ингредиенты, которые заняли почти всю тайную комнату. В то же время он прокручивал в голове процесс создания пилюли Да, хотя уже бесчисленное количество раз представлял себе этот процесс. Убедившись, что он полностью готов, он произнес заклинание в воздухе, и серебряное пламя тут же взметнулось вверх, в то время как температура в котле над ним быстро начала расти. По велению Хань Ли появился белый кристалл, прежде чем влететь в котел. Это был не что иное, как кристалл времени, и он постепенно начал плавиться под воздействием палящего жара внутри котла. Золотая нить внутри кристалла становилась все ярче, испуская всплески колебаний силы закона времени, и в то же время Хань Ли взял в руки нефритовую шкатулку, в которой находился корень небесного женьшеня. Над его другой рукой возник всплеск лазурного света, окутавший корень небесного женьшеня, а затем лазурный свет принял форму двух больших рук, которые начали осторожно раздавливать корень женьшеня. Корень небесного женьшеня был чрезвычайно редким духовным растением, но он был совсем не твердым, и его тут же раздавили в кашицу, выпустив большое количество белой духовной жидкости. Хань Ли указал пальцем вперед, выпустив всплеск лазурного света, который поймал духовную жидкость, а затем осторожно перенес ее в котел. Духовная жидкость тут же закипела, и из нее поднялись клубы белого тумана. На лице Хань Ли было сосредоточенное выражение, когда он контролировал серебряное пламя, и вскоре белая духовная жидкость превратилась в маленький шарик белой клейкой субстанции, окутавший кристалл времени. Увидев это, Хань Ли тут же притянул к себе еще один ингредиент, и на этот раз это была маленькая коробка с серебряным порошком, который выглядел как измельченная кость. Он поднял руку, выпустив всплеск лазурного света, который окутал костный порошок, а затем тоже перенес его в котел. В то же время его другая рука постоянно складывала печати, чтобы держать под контролем серебряное пламя под котлом. Серебряный костный порошок тоже быстро расплавился, образовав шар серебряной жидкости, который слился с белой клейкой субстанцией, сразу же после чего Хань Ли взял еще один ингредиент, прежде чем перенести его в котел. В мгновение ока прошло более полудня, и большинство ингредиентов в тайной комнате уже были перенесены в котел. В этот момент внутри котла находилась белая пилюля размером с лонган, а ее поверхность была довольно грубой и неровной. Белая пилюля плавно вращалась, нагреваясь серебряным пламенем под котлом, и от нее исходили струйки белой духовной ци. Глава 362. Обращение времени вспять. Перед пилюльным котлом на лбу Хань Ли уже выступил пот, а дыхание стало немного прерывистым. Он уже пытался ментально подготовиться к уровню сложности создания пилюли Да, но только приступив к практике, понял, насколько сильно недооценил этот процесс. Создание пилюли Да полностью отличалось от создания обычных пилюль. Существует бесчисленное множество различных рецептов пилюль, но почти все они заключаются в том, чтобы сначала очистить все ингредиенты, а затем собрать их вместе, чтобы они сконденсировались в пилюлю. В отличие от этого, ингредиент, содержащий силу закона, является ядром всего в пилюле Да. Поэтому в процессе изготовления он должен был очищать ингредиенты, постоянно сливая их с материалом, содержащим силу закона, что приводило к процессу снежного кома. По сути, процессы очистки ингредиентов и конденсации пилюль должны были происходить одновременно, что приводило к резкому скачку сложности. Еще больше усложняло его положение то, что ему приходилось одновременно контролировать огонь и балансировать лекарственные свойства всех ингредиентов. В частности, силы закона времени, содержащиеся в кристалле времени, должны были образовать своего рода баланс со всеми остальными ингредиентами, чтобы обеспечить идеальное слияние, и это еще больше усложняло процесс создания пилюли. Хань Ли чувствовал себя так, словно он управляет огромной армией, пытаясь приказать ей принять чрезвычайно сложное построение, но ни один из солдат в армии не находится под его контролем, и вдобавок ко всему, они время от времени сталкиваются друг с другом. Он должен был уравновесить все конфликты, направляя каждого в нужное построение, и если бы не тот факт, что в последнее время он добился значительных успехов в своем мастерстве создания пилюль, он бы уже полностью измотался. Даже при этом, к этому моменту, он начал постепенно ощущать напряжение, но было еще много ингредиентов, которые предстояло добавить в котел, и с добавлением этих ингредиентов все становилось еще труднее контролировать. Из-за того, что пилюли Да содержат силы закона, они не могут соприкасаться с какими-либо другими силами закона до завершения процесса изготовления. В противном случае в пилюле произойдет какое-то непредвиденное изменение, что приведет к сбою в создании пилюли. Поэтому Хань Ли не мог использовать свою священную ось мантры, чтобы помочь себе, и мог полагаться только на свои навыки создания пилюль.
Он сделал глубокий вдох, а затем снова взмахнул рукавом в воздухе, отправляя еще один ингредиент в котел. Шло время, в котел было перенесено еще несколько ингредиентов, и к этому моменту дыхание Хань Ли стало чрезвычайно тяжелым, а глаза налились кровью, в то время как на его щеках появился неестественный румянец. Он сделал глубокий вдох, выпустив всплеск лазурного света, чтобы окутать еще один ингредиент, на этот раз флакон с зеленой духовной жидкостью, а затем тоже опрокинул его в котел. Зеленая жидкость на мгновение закружилась в котле, прежде чем слиться с белой пилюлей, которая уже начала принимать форму. Над белой пилюлей появился слой зеленого света, но затем он медленно угас, и как раз в тот момент, когда он был готов полностью исчезнуть, пилюля внезапно содрогнулась, когда на ее поверхности появились огни разных цветов, беспорядочно сталкиваясь друг с другом. Увидев это, Хань Ли слегка изменился в лице, и он уже собирался что-то сделать, но было уже слишком поздно. Внутри белой пилюли раздался глухой удар, после чего на ее поверхности появилась трещина. В следующее мгновение весь свет, излучаемый пилюлей, угас, а духовная ци, пронизывающая окружающее пространство, тоже внезапно исчезла. Все это произошло в мгновение ока, и все тут же вернулось на круги своя, как будто Хань Ли до этого момента очищал обычную пилюлю, а не пилюлю Да. Хань Ли тихо вздохнул, выпуская заклинание, и все серебряное пламя под котлом тут же хлынуло к нему, образовав огненно-серебряную фигуру, которая исчезла в его теле. Затем он сделал манящее движение, и остатки пилюли вылетели из котла, прежде чем приземлиться на ладонь его руки. Он поднес пилюлю к глазам, чтобы тщательно осмотреть ее, и легкое разочарование в его сердце постепенно утихло. Он уже ментально был готов к тому, что его первая попытка создания пилюли Да закончится неудачей, особенно учитывая, что это должна была быть пилюля Да, содержащая один из 3 высших законов. Подумав об этом, на его лице появилась легкая улыбка. Эта неудавшаяся пилюля, возможно, была бесполезна для других мастеров создания пилюль, но для него она была чрезвычайно полезна. Он сложил печать рукой, и за его спиной во вспышке золотого света появилась его священная ось мантры. Все 360 рун до времени на ее поверхности испускали ослепительный золотой свет, а око истины в ее центре медленно открылось, обнажив глазное яблоко внутри. Из глазного яблока вырвался луч сияющего золотого света, и на поверхности глаза появились бесчисленные золотые руны, очень похожие на ночное небо, полное золотых звезд. С появлением этих рун золотой свет, испускаемый оком истины, начал непрерывно мерцать, создавая хаотичный калейдоскопический эффект. С 360 рунами до времени на священной оси мантры и аура, и наблюдательные способности значительно усилились. Хань Ли закрыл глаза, чтобы увидеть мир сквозь призму ок истины, и смог с легкостью увидеть сквозь ограничения, установленные в его пещерной резиденции. Более того, он даже смог четко увидеть поток духовной силы на ограничениях. К сожалению, в данный момент у него было установлено всего несколько ограничений, и этого было далеко недостаточно, чтобы проверить истинные пределы наблюдательных способностей ок истины. В будущем определенно будут еще возможности проверить наблюдательные способности ок истины, но сейчас было не время этим заниматься, поэтому он вернулся к поставленной задаче, сосредоточив свой взгляд на неудавшейся пилюле в своей руке. Луч золотого света, исходящий из ок истины, тут же упал на пилюлю, которая немедленно начала сиять ослепительным золотым сиянием, испуская всплески колебаний силы времени. В следующее мгновение пилюля начала вращаться в воздухе, и из нее внезапно вырвался всплеск зеленой духовной жидкости. В то же время из пилюли вспыхивали огни разных цветов, и она также демонстрировала различные другие мельчайшие изменения. По сути, процесс создания пилюли разыгрывался в обратном порядке прямо на глазах Хань Ли, позволяя ему четко наблюдать за всем процессом. Одной из главных вещей, которая дала Хань Ли уверенность в том, что он может попытаться создать пилюлю Да, была не что иное, как эта способность обращения времени вспять его ок истины. Слой синего света появился в его глазах, когда он пристально смотрел на неудавшуюся пилюлю, цепляясь за каждую деталь. Вдруг он заметил ошибку, которая привела к взрыву пилюли. Зеленая жидкость была полностью извлечена из пилюли, и все огни разных цветов на пилюле тоже угасли, вернув ее в состояние до добавления зеленой жидкости. Сцена продолжала разворачиваться, и над пилюлей появился слой белого света, после чего из нее был извлечен белый порошок. Снова над пилюлей появились огни разных цветов наряду с различными мельчайшими изменениями. Хань Ли не допустил ошибки на этом этапе, но ему все равно не терпелось увидеть его снова, чтобы почерпнуть какое-то понимание и опыт. Таким образом, все больше и больше ингредиентов продолжали вылетать из пилюли один за другим, и после просмотра всего процесса Хань Ли лучше понял процесс создания пилюли Да. В конце концов, пилюля превратилась обратно в кристалл времени, который затем превратился обратно в зеленую жидкость из флакона контролирующего небеса, но Хань Ли, естественно, не интересовался этой частью. После нескольких мерцаний золотого света неудавшаяся пилюля снова появилась.
Несмотря на то, что Хань Ли достиг поздней стадии истинного бессмертного, использование Ак-истины все равно истощило большую часть его бессмертной духовной силы. Он выдохнул, достал пилюлю, проглотил ее, а затем сел медитировать, переваривая пилюлю и еще раз тщательно просматривая в уме процесс создания пилюли Да. Через час он открыл глаза, чувствуя себя совершенно бодрым. Однако он не стал сразу же предпринимать еще одну попытку создания пилюли Да, так как для проявления кристалла времени требовался еще 1 месяц. В течение оставшейся части месяца Хань Ли ничего не делал, кроме как постоянно использовал свое око истины, чтобы снова и снова просматривать процесс создания пилюль. Месяц пролетел в мгновение Ак, и флакон контролирующего небеса наконец-то произвел каплю зеленой жидкости, которую Хань Ли тут же превратил в кристалл времени. После этого он достал еще одну партию ингредиентов и предпринял вторую попытку создания пилюли. Бесчисленное количество раз просмотрев первую попытку, Хань Ли был как нельзя лучше знаком с процессом, и создание пилюли шло очень гладко, быстро достигнув стадии, когда нужно было интегрировать зеленую духовную жидкость. Он достал флакон с зеленой духовной жидкостью, прежде чем направить ее в котел, и она быстро уменьшилась в объеме под палящим жаром. Хань Ли поднял руку, выпустив всплеск лазурного света, который окутал жидкость, прежде чем интегрировать ее в пилюлю, и на этот раз процесс завершился без сучка и задоринки. Увидев это, Хань Ли внутренне вздохнул с облегчением, а затем перенес еще один ингредиент в котел. Возможно, это было связано с его тщательным пересмотром своего первого создания пилюли, но эта вторая попытка проходила очень гладко, и вскоре осталось всего 6 или 7 ингредиентов. Однако к этому моменту на лбу Хань Ли выступил пот, и он, похоже, снова приближался к своему пределу. Он стиснул зубы и приготовился, когда перенес в котел белую спиртовую гелеобразную субстанцию, и внезапно появилась вспышка белого света, за которой последовал еще один глухой удар, завершившийся запахом гари, распространившимся по воздуху. Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это, но затем он быстро взял себя в руки. Отдохнув немного с закрытыми глазами, он извлек неудавшуюся пилюлю из котла, затем вызвал свою священную ось мантры и начал рассматривать пилюлю с помощью Ак-истины. Луч золотого света проник в пилюлю, и процесс создания пилюли снова разыгрался в обратном порядке. И снова Хань Ли смог быстро определить причину этой неудачи. Через месяц он повторил тот же процесс, начав свое третье создание пилюли, и до этого он еще раз тщательно проанализировал свою предыдущую неудачу. Способность обращения времени вспять Ак-истины фактически позволяла ему снова и снова моделировать процесс создания пилюль, тем самым предоставляя ему огромный опыт. Как и в прошлый раз, процесс создания пилюль шел очень гладко, и вскоре снова настало время добавить в котел белую спиртовую гелеобразную субстанцию. Он уже овладел ключом к этому этапу и смог выполнить его без каких-либо проблем. После этого он перенес еще один ингредиент в котел. К этому моменту большая часть процесса создания пилюли уже была завершена, и он должен был быть очень рад, что зашел так далеко всего после 2 неудач, но его настроение тут же испортилось всего через 15 минут. Изнутри котла снова раздался глухой удар, возвещая о третьей неудаче Хань Ли в создании пилюли Да. Глава 363. Прибытие скорби. Выражение лица Хань Ли слегка омрачилось, когда он взмахом рукава убрал свое пламя сущности, а затем извлек неудавшуюся пилюлю из котла. На этот раз он не смог добиться больших успехов, успешно интегрировав только еще один ингредиент, прежде чем потерпеть неудачу со следующим. Чем ближе он подходил к завершению процесса создания пилюли, тем сложнее становилось, и его брови были плотно нахмурены. С помощью Ак-истины он мог сколько угодно раз просматривать процесс создания пилюли, поэтому был уверен, что в конце концов добьется успеха, но проблема заключалась в том, что он подготовил всего 9 партий ингредиентов, и они уже были израсходованы, так что осталось всего 6. Он сделал глубокий вдох и отбросил этот ход мыслей, а затем снова направил свое око истины на неудавшуюся пилюлю. Через месяц Хань Ли приступил к 4-му созданию пилюли. Все шло гладко, и он быстро достиг той стадии, на которой ранее потерпел неудачу. Благодаря своему тщательному пересмотру, он смог с легкостью выполнить и этот этап, плавно интегрировав в пилюлю кусочек золотого меда. Он на мгновение собрался с мыслями, а затем повернулся, чтобы обнаружить, что осталось еще 5 ингредиентов. Он стиснул зубы, перенося следующий ингредиент в котел, а затем начал складывать быструю серию печатей руками с выражением сосредоточенности на лице, доводя до предела свои способности к созданию пилюль. Внутри котла пилюля вращалась на месте, а на ее поверхности мерцал духовный свет разных цветов. С каждым добавленным ингредиентом Хань Ли приходилось регулировать взаимодействие между новым ингредиентом и другими ингредиентами, которые уже были интегрированы в пилюлю, чтобы достичь нового равновесия.
Это было похоже на то, как лить холодную воду в горячее масло, одновременно следя за тем, чтобы масло не пролилось. Хань Ли делал все возможное, чтобы урегулировать столкновение между лекарственной силой всех ингредиентов в пилюле, пытаясь стабилизировать все, но его усилия оказались тщетными. Раздался глухой удар, и выражение лица Хань Ли тут же снова омрачилось. На этот раз он потерпел неудачу, не сумев интегрировать даже один дополнительный ингредиент. Он некоторое время сидел в молчании, прежде чем извлечь неудавшуюся пилюлю и осмотреть ее с помощью своего ока истины. Через месяц началось 5-е создание пилюли. И снова прогресс был очень плавным, но, несмотря на то, что он проявил максимальную осторожность при добавлении следующего ингредиента, процесс все равно закончился неудачей. На лице Хань Ли появилась кривая улыбка, и он повторил тот же процесс пересмотра. 2 или 3 месяца пролетели в мгновение ока. Хань Ли сидел, скрестив ноги, в своей пещерной резиденции, прокручивая быструю серию печатей руками. Из котла время от времени доносились слабые потрескивания, и, несмотря на крышку котла, можно было увидеть вспышки духовного света разных цветов. В воздухе также витал сильный лекарственный аромат, и на этот раз все ингредиенты уже были перенесены в котел. В течение последних нескольких месяцев прогресс оставался мучительно медленным, несмотря на все усилия Хань Ли, и каждый раз ему удавалось успешно интегрировать только еще один ингредиент. Несмотря на то, что ему удавалось постепенно преодолевать одно препятствие за другим, он израсходовал все свои ингредиенты, и пилюля в котле в этот момент содержала последнюю партию. В прошлый раз он уже потерпел неудачу на этой стадии, поэтому, если тенденция успешной интеграции одного дополнительного ингредиента за попытку создания пилюли продолжится, то это, наконец, будет та, где его ждет успех. Сейчас ему нужно было беспокоиться о предстоящей пилюльной скорби. У него осталась только эта последняя партия ингредиентов, и если он не сможет отразить пилюльную скорбь, то у него не будет еще одного шанса как минимум в течение следующих нескольких столетий. У него еще оставались семена и саженцы таких вещей, как трава деформированной росы и корень небесного женьшеня, так что все, что ему нужно было сделать, это вырастить их, используя духовную жидкость флакона, контролирующего небеса, но другие ингредиенты, которые не являлись духовными растениями, было не так-то просто достать. Их нужно было покупать за камни бессмертного происхождения, а некоторые из них было не так-то просто найти. В частности, было несколько основных ингредиентов, которые он нашел только в инструменте для хранения Таюя, и он понятия не имел, сколько времени и усилий потребовалось бы, чтобы собрать их самостоятельно. Мало того, что он сейчас находился в море черного ветра, так еще и невозможно было купить эти ингредиенты даже у гильдии странников. Поэтому это был его последний шанс, и он не мог допустить, чтобы что-то пошло не так. Подумав об этом, Хань Ли еще раз сосредоточился, наблюдая своим духовным чувством за всеми изменениями, происходящими в пилюльном котле. В этот момент все ингредиенты в пилюле яростно сталкивались друг с другом, как хаотичный котел с кипящей водой, и, несмотря на то, что во время своего тщательного пересмотра он определил причину своей предыдущей неудачи, ему все еще было очень трудно держать все под контролем. Время медленно шло, и Хань Ли постепенно вошел в состояние погружения в спокойствие, как будто его сердце превратилось в поверхность тихого озера. Скорость, с которой он складывал печать руками, начала замедляться, но все его движения стали более точными и глубокими. Из его рук в котел струились заклинания, и изначально невероятно сложная ситуация в котле вдруг стала очень простой в его глазах, что позволило ему с легкостью контролировать все. Все столкновения, происходящие в пилюле, начали утихать, и процесс создания пилюли быстро приближался к завершению. На его лице появилась легкая улыбка, и он чувствовал, что его способности к созданию пилюль прорвались сквозь узкое место и достигли совершенно нового уровня. Он сделал глубокий вдох, когда на его лице снова появилось серьезное выражение, и он вдруг переключился на другую печать рукой. Внутри котла раздался громкий грохот, похожий на раскаты грома, но это было вызвано всей бурлящей внутри энергией, а не взрывом пилюли. Огни разных цветов, вспыхивающие внутри котла, тоже становились все ярче и ярче, постепенно сливаясь в чистый золотой свет. Увидев это, глаза Хань Ли загорелись, и он понял, что это предвестник образования пилюли. Его печати руками стали более быстрыми, в то время как золотой свет внутри котла становился все более сияющим, а лекарственный аромат в воздухе все более праздным. Как раз в этот момент звук, раздающийся внутри котла, внезапно изменился, став похожим на звериный рык. Вдруг раздался громкий удар, и из котла вырвался ослепительный золотой свет, сорвав с него крышку, а изнутри вылетела золотая пилюля размером с лонган. Из пилюли вырвались полосы огненно-золотого света, образовав ряд золотых ореолов, которые распространились по воздуху во всех направлениях. Пилюля испускала всплеск невероятно глубоких колебаний закона времени, приближающихся к небесному Да, и Хань Ли был в восторге, увидев, что на ее поверхности есть 2 золотые отметины.
Никогда бы он не подумал, что сможет создать пилюлю до 2 уровня. Возможно, это было связано с обилием сил закона времени в кристалле времени, а возможно, с каким-то другим фактором. В любом случае, пилюля до 2 уровня будет гораздо более действенной, чем пилюля до 1 уровня. Как раз в этот момент в чистом голубом небе наверху начали появляться бесчисленные золотые точки света, быстро образуя обширное пространство бурлящих золотых облаков. Золотым облакам не было конца и края, и они, как будто, заняли все небо, осветив все море внизу ярко-золотым цветом. Из золотых облаков исходили обширные колебания закона, в то время как вся изначальная ци мира в радиусе почти 100 тысяч километров бурно кипела. Колебания закона, исходящие от золотых облаков, были настолько огромными, что их могли обнаружить все культиваторы, находящиеся на расстоянии почти 1 000 000 километров. Золотое облако тоже бурно кипело, становясь все плотнее и плотнее, и вскоре оно образовало непрозрачный золотой барьер, который полностью заслонил свет солнца. Все море было освещено ярко-золотым цветом, но в воздухе витало невероятно тяжелое ощущение, как будто небо вот-вот рухнет. Брови Ханьли слегка нахмурились, когда он почувствовал, что происходит снаружи. Он уже видел записи о пилюльных скорбях раньше и не ожидал, что они будут настолько грозными. Внутри золотого облака раздался громкий грохот, и появился огромный золотой вихрь, который быстро вращался, а в его центре появились лучи невероятно яркого золотого света. Из вихря вырвался всплеск сокрушительных колебаний закона, обрушившись на всю пещерную резиденцию. На всех стенах пещерной резиденции начали появляться бесчисленные трещины, и вдруг в небе над пещерной резиденцией во вспышке золотой молнии появился Даос Се. Он поднял голову, чтобы посмотреть на золотое облако, и по его деревянному лицу скользнуло легкое волнение. Как раз в этот момент золотой вихрь в небе внезапно засиял ярче, и из него вырвался луч пронзительного золотого света, устремившись вниз к пещерной резиденции. Золотой свет содержал бесчисленные золотые руны, которые беспорядочно мерцали, испуская грозные колебания силы закона времени, наполненные агрессивным намерением. Даос Се не стал пытаться остановить луч золотого света, просто стоя на месте. Как раз в этот момент луч золотого света ударил в пещерную резиденцию, прежде чем пронзить ее насквозь. Однако ограничения и стены пещерной резиденции остались совершенно невредимыми, и золотой свет прошел сквозь них, как будто не имел никакой субстанции. Ханьли был весьма удивлен таким поворотом событий. Пилюльная скорбь наступила гораздо быстрее, чем он ожидал. Он поспешно сложил печать рукой, и за его спиной появилась его священная ось мантры, прежде чем выпустить бесчисленные золотые волны, которые мгновенно окутали золотую пилюлю Да. В то же время он открыл рот, чтобы выпустить 7 колец яркой звезды, которые соединились друг с другом, образовав одно большое кольцо. Кольцо выпустило вспышку ослепительного звездного света, образовав световой барьер с бесчисленными звездами, мерцающими на его поверхности, как будто это было миниатюрное звездное небо. Бесчисленные крошечные звездные руны струились по поверхности светового барьера, испуская намеки на колебания закона. Прежде чем Ханьли успел что-либо еще сделать, луч золотого света, подобно молнии, обрушился на звездный барьер, который тут же значительно засиял, пытаясь сдержать луч золотого света. Однако луч золотого света смог пройти сквозь него так же, как и сквозь потолок пещерной резиденции, и с безошибочной точностью ударил в пилюлю Да. Глава 364. Последний бросок костей. Золотая пилюля Да сильно содрогнулась, будучи пораженной лучом золотого света, и по ее поверхности пробежали дуги молний. В то же время золотой свет, который она испускала, быстро начал тускнеть, а грозная духовная энергия, которую она содержала, начала проявлять признаки рассеивания. Самое главное, что 2 золотые Да отметины на ее поверхности также беспорядочно мерцали, выглядя так, как будто собираются подняться с пилюли Да и улететь к золотому вихрю наверху. Увидев это, сердце Ханьли тут же упало. Он уже активировал эффект замедления времени своей священной оси мантры, но луч золотого света остался совершенно не затронут, возможно, потому что он также был наделен силой законов времени. Его разум лихорадочно работал, пока он складывал быструю серию печатей руками в отчаянной попытке стабилизировать пилюлю Да. В то же время из священной оси мантры вырвались всплески сил закона времени, окутав золотые Да отметины на пилюле, чтобы удержать их на месте. Однако, даже с его грозной силой, было очень трудно стабилизировать пилюлю Да и удержать Да отметины на месте, и такими темпами разрушения пилюли Да было лишь вопросом времени. Золотая пилюля Да непрерывно дрожала, как и Ханьли. Стабилизация пилюли — это не просто вопрос приложения как можно большего количества усилий. Вместо этого ему нужно было достичь чрезвычайно тщательного баланса, поэтому его грозная бессмертная духовная сила здесь не сильно ему помогала.
Как раз в этот момент золотое облако в небе снова начало бурлить еще более яростно, напоминая бушующее Золотое море. Скорость вращения золотого вихря также значительно возросла, и в его центре появилось еще больше лучей пронзительного золотого света, напоминающих дуги пульсирующей молнии. В следующее мгновение из вихря вырвался еще более удушающий поток давления, прежде чем обрушиться на пещерную резиденцию Ханьли. Вся пещерная резиденция содрогнулась вместе с островом, на котором она находилась, а трещины на стенах пещерной резиденции стали еще шире. На лице Ханьли появилось угрюмое выражение, когда он почувствовал, что происходит снаружи, и его священная ось мантры по его велению тоже начала быстро вращаться, в то время как все ее руны до времени испускали ослепительный золотой свет. Из оси вырвался грозный поток золотого света, наполненный бесчисленными золотыми рунами, которые испускали интенсивные колебания силы закона времени. Этот поток силы закона времени был почти в 2 раза мощнее того, что она испускала ранее, и по велению Ханьли поток золотого света мгновенно разделился на несколько десятков полос, каждая из которых образовала мерцающую нить золотого света, все из которых испускали грозные силы закона времени. Десятки нитей золотого света вырвались вперед, прежде чем обернуться вокруг золотых до отметин на пилюле, и дрожь до отметин, наконец, немного утихла, в то время как яростно бурлящая духовная сила внутри пилюли тоже немного успокоилась. Однако Ханьли не смел успокаиваться и продолжал изо всех сил пытаться стабилизировать пилюлю. В то же время из его тела вылетела серия зеленых бамбуковых мечей облачного роя, образовав над его головой круглый барьер из мечей. Сразу же после этого появилась его истинная ось тяжелой воды, а затем увеличилась до более чем 10-кратного размера, прежде чем тоже расположиться над ним. Истинная ось тяжелой воды быстро вращалась, издавая громкий грохот, в то время как из тела Ханьли один за другим продолжали вылетать все новые сокровища. Там были серебряный колокольчик, странный меч и объединенные 5 экстремальных гор, которые он получил от Таюя, а также те 2 бессмертных сокровища и атрибута, и все остальные грозные сокровища из его коллекции. За последние несколько столетий он уже полностью очистил эти сокровища, получив над ними абсолютный контроль. При поддержке его грозного духовного чувства и бессмертной духовной силы все сокровища высвободили слои за слоями толстых световых барьеров, которые фактически заполнили всю тайную комнату. Ханьли только что закончил эти приготовления, как над головой раздался оглушительный грохот, и на пещерную резиденцию обрушился столб золотого света, гораздо более толстый, чем предыдущий. Все окружающее пространство сильно содрогнулось, когда порывы яростного ветра пронеслись по этому району, поднимая волны высотой в несколько сотен метров над поверхностью близлежащего моря. Этот столб золотого света был чрезвычайно ярким и напоминал вспышку молнии, снова с легкостью проходя сквозь ограничения и потолок пещерной резиденции, прежде чем ударить во внешний звездный барьер, образованный 7 кольцами яркой звезды. Как и прежде, столб золотого света без проблем пронзил звездный барьер, а затем ударил в сеть мечей, образованную зелеными бамбуковыми мечами облачного роя. В золотой столб света ударили бесчисленные полосы несравненно острой ци меча, но он снова остался совершенно не затронут, пройдя насквозь, чтобы ударить в истинную ось тяжелой воды, которая также не оказала сопротивления. Все световые барьеры в тайной комнате беспорядочно мерцали, но их усилия по сдерживанию столпа золотого света оставались абсолютно тщетными. Однако столб золотого света немного замедлился, так что, похоже, усилия Ханьли не были полностью бесполезными. Даже при этом ситуация была все еще довольно тяжелой. Он уже сделал все, что было в его силах, но пилюльную скорбь все равно не удавалось остановить. К этому моменту пилюля, все еще была далеко не в состоянии стабильности. Учитывая, насколько разрушительной была первая пилюльная скорбь, и если бы в нее ударила эта вторая, и еще более грозная пилюльная скорбь, то она наверняка была бы полностью уничтожена. Никогда бы он не подумал, что царство будет так яростно отвергать пилюли Да. Он продолжал сопротивляться изо всех сил, пока столб золотого света проходил сквозь еще несколько световых барьеров, и в процессе он еще больше замедлялся. Вдруг Ханьли, похоже, что-то заметил. Столб золотого света, казалось, без проблем пронзил первые несколько слоев световых барьеров, но он мог сказать, что он немного уменьшился. Похоже, эта пилюльная скорбь все-таки не была неудержимой. Подумав об этом, Ханьли открыл рот, чтобы выпустить шар кровяной эссенции, который разделился на несколько более мелких шаров, прежде чем исчезнуть в сокровищах вокруг него. В то же время он без остатка высвободил всю свою бессмертную духовную силу, влив ее в оставшиеся сокровища. К этому моменту у него не было выбора, кроме как сделать последний бросок костей. Все сокровища значительно засияли, испуская еще более грозные колебания силы закона, в то время как столб золотого света продолжал спускаться. Один световой барьер за другим пронзался, пока столб золотого света быстро приближался к пилюле Да, и выражение лица Ханьли становилось все мрачнее. К этому моменту пилюльная скорбь была ослаблена, но эффект все еще был слишком незначительным.
Как раз в этот момент столб золотого света прошел сквозь черный флаг бессмертного сокровища, а затем начал спускаться к объединенным 5 экстремальным горам. К этому моменту на его пути оставалось не так много сокровищ. Хань Ли сделал глубокий вдох, и над его телом внезапно появились 35 золотых точек света. Он собирался применить секретную технику, которая могла стимулировать скрытый потенциал его бессмертных акупунктурных точек, и на восстановление от последствий могло уйти до столетия, но у него не было выбора. Вдруг наверху раздалось слабое жужжание. Хань Ли поднял глаза, чтобы посмотреть, что происходит, и в его глазах мгновенно появилось удивленное выражение. Как оказалось, ярко-серый свет, испускаемый объединенными 5 экстремальными горами, образовал серый барьер, которому удалось остановить, казалось бы, неудержимый столб золотого света. Ни серый свет, ни золотой свет, казалось, не могли одержать верх друг над другом, и на лице Хань Ли появилось радостное выражение, когда он поспешно отказался от секретной техники, которую собирался применить. Он бросил взгляд на серый свет вокруг объединенных 5 экстремальных гор и обнаружил, что они испускают всплески колебаний силы закона, и это был тот самый тип силы закона, который он пытался определить раньше. Именно этот всплеск сил закона остановил столб золотого света, и, увидев это, в глазах Хань Ли появилось просветленное выражение. Объединенные 5 экстремальных гор обладали врожденной способностью ослаблять грозовые скорби, и он усовершенствовал их с целью помочь себе преодолеть скорбь Вознесения. Эта пилюльная скорбь, скорее всего, тоже была разновидностью грозовой скорби, поэтому неудивительно, что объединенные 5 экстремальных гор могли оказать существенное сопротивление. Похоже, эти объединенные 5 экстремальных гор были гораздо более грозным сокровищем, чем он себе представлял. Объединенные 5 экстремальных гор, которые он изначально усовершенствовал, были довольно мощными, но только в контексте царства духов, и в царстве бессмертных их даже нельзя было считать бессмертным сокровищем. Однако Та Юй потратил огромное количество ресурсов на улучшение этого сокровища, и Хань Ли был весьма озадачен этим, но теперь он понял, что Та Юй, скорее всего, был готов вложить так много в объединенные 5 экстремальных гор, поскольку уже знал, что они будут очень эффективны в отражении пилюльных скорбей. Однако сейчас было не время размышлять об этом. Объединенные 5 экстремальных гор были способны сдерживать столб золотого света, но пилюльная скорбь была чрезвычайно грозной, и серый свет, испускаемый объединенными 5 экстремальными горами, медленно подавлялся. Однако, в то же время, столб золотого света тоже медленно уменьшался. Увидев это, Хань Ли слегка прищурился и тут же отбросил все свои остальные сокровища, чтобы сосредоточиться исключительно на поддержке объединенных 5 экстремальных гор. Одно сокровище за другим со стуком падали на землю, но Хань Ли не удостаивал их даже единым взглядом. Он вложил бесчисленное количество времени, усилий и ресурсов в изготовление этой пилюли Да, и, естественно, не собирался мириться с неудачей на последнем этапе. Глава 365. Подводные течения. Серый и золотой свет продолжали сталкиваться в воздухе, создавая огромный грохот, в то время как по округе прокатывались всплески яростной изначальной ци мира. Ни одна из сторон не могла одержать верх, и возникла патовая ситуация. Однако, со временем как серый свет, испускаемый объединенными 5 экстремальными горами, так и столб золотого света постоянно истощались. Увидев это, выражение лица Хань Ли слегка омрачилось. У него оставалось не так много бессмертной духовной силы, и даже при поддержке камней бессмертного происхождения он не смог бы долго продержаться. Еще больше беспокоило то, что, отражая столб золотого света, сила закона, которую содержали объединенные 5 экстремальных гор, постоянно уменьшалась. К этому моменту большая ее часть уже была израсходована, так что они не только не смогут продержаться еще долго, но и, скорее всего, потребуется очень много времени, чтобы восстановиться после этого. Хань Ли сделал глубокий вдох, пополняя свои запасы бессмертной духовной силы камнем бессмертного происхождения в своей руке, в то время как его другая рука все еще складывала серию печатей, чтобы он мог продолжать поддерживать объединенные 5 экстремальных гор своей бессмертной духовной силой. Вдруг гора в воздухе внезапно содрогнулась, после чего серый свет, который она излучала, быстро угас. Сила закона внутри объединенных 5 экстремальных гор, наконец, иссякла, и они больше не могли противостоять столпу золотого света. К счастью, к этому моменту столб золотого света тоже был сильно истощен, и сразу же после того, как серый свет угас, он в мгновение ока ударил в пилюлю Да. Пилюля Да снова сильно содрогнулась, а 2 Да отметины на ее поверхности начали беспорядочно мерцать.
К этому моменту бессмертная духовная сила Хань Ли тоже была близка к истощению, но он сделал еще одну последнюю отчаянную попытку, когда из священной оси мантры за его спиной вырвался ослепительный золотой свет, а затем снова разделился на несколько десятков нитей золотого света, прежде чем обернуться вокруг пилюли Да, образовав золотой шар размером с кулак. Его лицо стало смертельно бледным, и то немногое, что осталось от его бессмертной духовной силы, было полностью истощено, так что он больше ничего не мог сделать. Золотой шар содрогался, беспорядочно мерцая, и выглядел так, как будто мог взорваться в любой момент. Хань Ли смотрел на него с тревожным выражением лица, но больше ничего не мог сделать. Как раз в этот момент за его спиной внезапно появился Даос Се, а затем выбросил вперед ладони, выпустив два столпа золотого света, которые хлынули в тело Хань Ли, наполнив его пустой дантянь потоком чистой бессмертной духовной силы. Хань Ли был в восторге и тут же начал складывать ряд печатей руками, после чего золотой шар постепенно стабилизировался. Увидев это, Хань Ли испустил долгий вздох облегчения, и по его велению его священная ось мантры исчезла вместе с золотым шаром, открыв пилюлю Да внутри последнего. Преодолев две пилюльные скорби, пилюля Да выглядела еще ярче и живее, чем раньше, а колебания силы закона времени, которые она испускала, тоже стали более грозными. Однако у Хань Ли не было времени внимательно осмотреть ее. Пилюльная скорбь длилась не очень долго, но вызвала массовое явление, и это наверняка привлекло внимание некоторых ближайших культиваторов. Подумав об этом, он быстро проглотил пилюлю для восстановления, а затем осторожно убрал пилюлю Да в нефритовую шкатулку, прежде чем повернуться, чтобы кивнуть Даосу Се в знак благодарности. «Нам нужно убираться отсюда». «Я уже чувствую, что сюда идут люди», — сказал Даос Се, превратившись в полосу золотого света, которая исчезла в теле Хань Ли. Хань Ли не стал тратить время на разговоры, взмахнув рукавом в воздухе, чтобы выпустить поток лазурного света, который убрал все сокровища на земле, а также серебряный котел. Затем он быстро провел своим духовным чувством по всей пещерной резиденции, и только после того, как убедился, что внутри не осталось ничего, что могло бы раскрыть его личность, в мгновение ока вылетел из пещерной резиденции. К этому моменту грозное золотое облако в небе уже исчезло, но море поблизости все еще было немного более бурным, чем обычно. Взмахом рукава Хань Ли извлек все инструменты формации возле пещерной резиденции, которые полосами света взлетели в его рукав. Затем он сложил печать рукой, и из его тела вырвался поток золотой молнии, когда он готовился задействовать свою формацию молниеносной телепортации. Однако как раз в этот момент поблизости из ниоткуда возникли порывы лазурного ветра во вспышке пространственных колебаний. В мгновение ока сформировалась лазурная формация, которая испускала грозную пространственную силу. Увидев это, брови Хань Ли слегка нахмурились. Лазурная формация была очень похожа на его формацию молниеносной телепортации, за исключением того, что она сочетала в себе силы ветра и пространства, а не молнии и пространства. На установку формации молниеносной телепортации требовалось некоторое время, поэтому было уже слишком поздно уходить, чтобы не быть обнаруженным тем, кто находился в формации телепортации ветра. Пока эти мысли проносились в его голове, Хань Ли тут же остановился и полетел обратно к пещерной резиденции. В то же время он надел свою маску гильдии странников и принял маскировку, превратившись в мужчину средних лет. Спустя всего несколько мгновений в лазурной формации появился мужчина в черной робе с худощавой и высокой фигурой. У него были довольно длинные и узкие глаза, как и брови, что придавало ему довольно резкий и враждебный вид. Грозная аура, исходящая от его тела, указывала на то, что он тоже был культиватором поздней стадии истинного бессмертного. Хань Ли остановился, прежде чем повернуться к мужчине в черной робе с удивленным выражением лица. Мужчина тоже посмотрел на Хань Ли, и на его лице тут же появилось настороженное выражение. «Я не припомню, чтобы видел вас раньше в этих краях, товарищ Даос. Меня зовут Мяо Янь, и так уж получилось, что я совершенствовался неподалеку, поэтому решил прийти сюда и посмотреть на явление, которое только что произошло. Могу я узнать ваше имя, товарищ Даос?» — сказал Хань Ли с улыбкой, сжимая кулак в приветствии, изображая дружелюбие. Несмотря на свое дружелюбное поведение, внутренне он был очень удивлен. Он никогда не видел этого человека в море Черного ветра, и, насколько ему было известно, хозяева островов, острова Черного ветра и острова Лазурного пера, были единственными двумя культиваторами поздней стадии истинного бессмертного, которые были родом из моря Черного ветра. Сказав это, Хань Ли было ясно, что за этими двумя островами действительно стояли другие силы. Эти мысли быстро проносились в голове Хань Ли, пока мужчина в черной робе бегло осматривал окрестности, а затем снова обратил свой взгляд на Хань Ли, ответив довольно холодным голосом: «Меня зовут Гэюй». «Понятно. Вы тоже пришли сюда, чтобы расследовать явление, которое только что произошло, товарищ Даос Гэ?» — спросил Хань Ли. Гэюй кивнул в ответ, а затем многозначительно взглянул на Хань Ли, говоря:
Я тут же пришел сюда, используя свою телепортационную формацию, как только почувствовал, что здесь происходит, и я думал, что уже был чрезвычайно быстрым, но, похоже, вы смогли опередить меня. Улыбка Ханьли осталась неизменной, когда он объяснил: моя пещерная резиденция находится совсем рядом, и я тоже тут же пришел сюда, как только почувствовал это явление, поэтому, естественно, добрался сюда немного быстрее. Неужели? Задумчиво протянул Гэюй, спускаясь к пещерной резиденции. Ханьли поспешно последовал за ним, а затем сделал вид, что исследует пещерную резиденцию. Поскольку он уже провел тщательную уборку ранее, не было никаких шансов, что здесь будет обнаружено что-либо примечательное. Конечно же, они оба быстро обыскали пещерную резиденцию, не обнаружив ничего достойного внимания. Похоже, мы все равно опоздали, и тот, кто был здесь, уже ушел. Интересно, что они делали, чтобы вызвать такое массовое явление. Может быть, здесь было создано какое-то могущественное сокровище. Кажется, это немного натянуто, задумчиво произнес Ханьли с озадаченным выражением лица. Гэюй просто взглянул на Ханьли, ничего не говоря. Как раз в этот момент на далеком горизонте появились несколько полос света, а затем быстро прилетела на место происшествия, открыв группу культиваторов, все из которых были на ранней стадии истинного бессмертного. Обнаружив базы культивации Ханьли и Гэюя, все новички тут же предпочли держаться на расстоянии. Вскоре после этого с разных сторон прибыло еще больше культиваторов, и выражение лица Ханьли осталось неизменным, увидев это, но внутренне он чувствовал легкое беспокойство. Подавляющее большинство этих культиваторов не были земными бессмертными, так что они явно были чужаками. Похоже, что ситуация в море Черного ветра была гораздо сложнее, чем он ожидал, и, по-видимому, за те годы, что он отсутствовал, в этот регион проникло много истинных бессмертных извне. Может быть, все они пришли в поисках ресурсов. Проблема этой теории заключалась в том, что, хотя это и правда, что море Черного ветра превосходило царство духовной сферы, в контексте Северного ледникового региона бессмертных оно считалось чрезвычайно бедным ресурсами, и в этом отношении уступало даже континенту первобытной волны. Похоже, здесь ничего нет. С прибытием новых людей ситуация может усложниться, поэтому я откланиваюсь, сказал Ханьли со слегка нахмуренными бровями, сжимая кулак в прощальном приветствии Гэюю, а затем полосой лазурного света улетел прочь. Гэюй остался на месте и некоторое время наблюдал за уходом Ханьли, прежде чем тоже улететь порывом лазурного ветра. Только тогда остальные культиваторы поблизости начали приближаться к острову. В бесчисленных километрах отсюда находился участок океана с чрезвычайно плотным облаком черного тумана, нависшим над его поверхностью, и небо тоже было очень темным. Над поверхностью моря возник всплеск пространственных колебаний, после чего сформировалась формация молниеносной телепортации с Ханьли внутри. Он провел своим духовным чувством по окрестностям, после чего его выражение лица немного смягчилось. Покинув остров, он несколько раз телепортировался через море Черного ветра, прежде чем прибыть сюда, так что, если бы за ним кто-то следил, к этому моменту он должен был от него оторваться. Он огляделся, а затем внезапно спикировал вниз, к морю, быстро спустившись на морское дно, прежде чем сесть, скрестив ноги. В этот момент все его тело пронзала острая боль от использования бессмертной духовной силы Дао-Сосе. Он установил пару ограничений, а затем проглотил пилюлю, прежде чем закрыть глаза, чтобы помедитировать. Через 3 дня и 3 ночи он открыл глаза, прежде чем встать на ноги. Дискомфорт в его теле уже полностью исчез, и, пережив эту пилюльную скорбь, он также лучше понял силу времени, что должно было быть весьма полезно в его попытке овладеть законами времени путем поглощения пилюли Да. Подумав об этом, в его глазах появилось легкое волнение. Друзья, эти главы — алхимия на грани безумия. Каждый взрыв котла Ханьли отматывает назад оком истины, анализирует ошибки с математической точностью и повторяет. На последней партии ингредиентов успех — золотая пилюля Дао 2-го уровня. И сразу небеса разверзаются золотыми столпами. Пилюльная скорбь. Мир воспринимает чистый закон как аномалию, которую нужно стереть. 5 экстремальных гор принимают удар как громоотвод. Дао-Ссе прикрывает тылы. Пилюля спасена. Сразу после толпа чужих истинных бессмертных в море Черного ветра. Регион всегда был глушью без ресурсов, а теперь туда съезжается элита. Красный флаг огромных масштабов. Ханьли уходит на дно моря буквально, залечивает раны в глубинах, готовится проглотить пилюлю. Готовлю продолжение.